Всем привет! Сегодня я бы хотела показать вам нашу квартиру и рассказать, сколько же она стоит. В общем, квартиру, которую я вам покажу, она стоит 1500 злотых. Без каких-либо доплат. Мы не платим чинш, мы не платим за воду, за свет, газ. Просто 1500 и все. Но у нас есть там более другие проблемы с этой квартирой, поэтому, возможно, скоро нам придется отсюда переехать. Также, когда мы приехали в Польшу, мы заплатили за эту квартиру еще и кауцию. Кауция – это такая арендная, как сказать, залог в России это называют. И этот залог составил тоже 1500 злотых, то есть 100% плата. И получается, что в первом месяце мы отдали 3000 злотых именно за квартиру. Я вам хочу показать нашу квартиру, которую мы снимаем в Польше, и показать просто, как мы тут живем, как живут иммигранты в Польше. Ну, не все, конечно, но у нас, по крайней мере, так. Поэтому давайте начнем с прихожей как раз мы тут стоим. Давайте и начнем. Это наша дверь. Дверь деревянная, старая. Она еще сохранилась, наверное, с тех времен, с 90-х. Вот. Замки еле закрываются, конечно, но пока держатся. Вот это вот огромный шкаф. Видите, какая антресоль? Она очень большая и вместительная. Туда мы всякую мудятину складываем, наподобие там ведро со шваброй, еще что-то. Тут вот инструменты от хозяина квартиры лежат. Там обувь стоит. Здесь вот у нас стоит такая тумбочка с 3 шкафчиками. Грязные стены, видите? Мы их не стали перекрашивать, потому что, возможно, мы скоро переедем отсюда. И такое вот зеркало слепленное, видите? Из того, что было по ходу дела. Вот. Пойдемте дальше, я вам покажу дальше квартиру. У нас ванна и туалет. Тут, видите, такой маленький душ. Тут машинка стиральная, она тоже старенькая такая. Это мы купили сами в Икее, Яське, чтобы она туда, как в ванной, набирала воду. Она туда набирает воду, ложит бомбочки и купается. Тут всякая ерундятина, полка. Ну и все, зеркало вот. Потом раковина. Такая мини-полка и унитаз. Ну и все, больше тут как бы смотреть не на что. Такая вот маленькая, метр на метр. Перешли в комнату. У нас маленькая квартирка, однокомнатная. Вот мы купили кроватку для Яси, чтобы она ее спала. Она, видите, как ее украсила наклейками, налепила везде наклеек и повесила свои супер рисунки сама. Я, конечно же, вижу, что это криво, но ребенок хочет, пусть делает. Тут такой маленький стол, на котором, в принципе, Яся иногда сидит за компьютером, либо пишет что-то, либо рисует, либо лепит. Тут такой шкафчик, он, видите, высокий. Там всякие Ясины игрушки, книжки, мое что-то лежит, что-то Антона, какие-то бумаги сверху, инструкции там. Ну, конечно, больше всего это у нас Ясиных игрушек. Тут у нас наш диван, он, если его сложить, то получится, в принципе, неплохо. Тут один шкаф стоит и выход на балкон. Балкон, он маленький, просто вот как эти 3 окна. Маленький балкончик, там у нас стульчик стоит и, в принципе... ну я даже не поснимаю. Видите, стульчик, и там солнце сейчас такое. Ух. Ходим прямо, там у нас стоит, видите, такой подоконник, батарея чугунная еще. Обжечься можно. Цветочек, который мы купили в Икее. Видите, вырос, так мы его уже пересадили. Там Ясина кухня. Тут еще один шкаф, но тут у нас Ясина одежда висит, конечно. То есть это Ясин шкаф, а там наш шкаф с Антоном. Но там не только наш шкаф с Антоном, там еще и куча игрушек ребенка. Вот. Как-то так и живем. Это наша мини-кухонка. Она у нас 2 на 2.
Ну, есть все необходимое. Это получается плита газовая, это газовый бойлер. Тут у нас что-то лежит, там что-то лежит. Ну, мы по мелочи, конечно, приехали, все необходимое себе купили. Там лопатки, ложечки, что-то мы с собой из России привезли. Тут такой маленький столик, видите? Он совсем маленький. Там 2 табуретки было, когда мы приехали. Но мы купили еще один третий стол, чтобы Ясечка сидела с нами, конечно, кушала. Вот такой вот в Икее, что ли, за 30 злот мы его купили. И я на нем работаю, делаю видео вам здесь. Ну, холодильник. Раньше он был такой пошарпанный, но нам его пришлось заклеить такой белой пленкой, чтобы выглядел красивее. Ну и все остальное точно так же, как и во всех домах, в принципе. Шкафчиков вот 5 штучек. А это наш аквариум. Посмотрите какой. Это Антон его сделал. Он нам обошелся в 700 или 800 злотых. Антон заказал аквариум, купил рыбок, купил растения, сделал все. Он в России раньше тоже первые места занимал. И приехав сюда, в Польшу, конечно же, он заскучал по своим аквариумам и сделал себе здесь аквариум. Видите, как красиво. Там живут креветки, рыбки какие-то. Сейчас попробую поближе показать. О, видите? Очень красиво. Хотелось бы еще, конечно, собачку завести, но в такой квартире собачка, да, не вариант. Но, надеюсь, мы скоро переедем, а может и не переедем. Вот этот вот супер ковер, конечно, хочется поменять, но я не знаю, может, возможно, нам придется переехать отсюда, либо еще что-то, и куда мне потом девать этот ковер? Я же его не повезу никуда с собой, правильно? И тем более мы еще не знаем, останемся ли здесь мы в Польше, успеем ли мы все документы сделать, чтобы легально остаться, или не успеем, потому что виза уже к концу подходит, скоро подойдет. Поэтому, конечно, мы в раздумьях, не знаем, как все получится и как все выйдет. Видите, какая красота? Аквариум, я нарадоваться ему не могу, очень красиво. Также мне хотелось бы ответить на ваши комментарии, которых было очень и очень много, за что я благодарна, за то, что вы так интересуетесь, за то, что вам так понравилась эта тема, за то, что вы хотите последить за моей жизнью. Первое по поводу гражданства. Гражданство России я получила в 12 лет как иностранный гражданин. Что было до 12 лет, я не знаю, и спросить мне не у кого. Потому что я пробовала спросить у своего папы, но он не знает ответов, он говорит, что он ничего не помнит, он ничего не знает, поэтому мне придется потрудиться, чтобы найти хоть какую-то информацию. Я пробовала узнать в России, но мне просто сказали, что я получила гражданство как иностранный гражданин. Был вопрос по поводу моего отца. Я его уже нашла. Я нашла его до приезда в Польшу. То есть я приехала именно потому, что я нашла своего отца. И я думала, что у нас сложатся семейные отношения, все будут очень рады, все будут счастливы. Но таких отношений у нас не сложилось. Видела я его 2 раза, пробовала узнать какую-то информацию, он ничего не знает и помочь никак не может. Да, я знаю, где он живет, номер у него мой тоже есть, но свой номер он сменил, поэтому дозвониться я сейчас, конечно же, не могу. Но он знает, как меня можно найти, просто он сам не хочет. А я, конечно же, зная его адрес, просто не еду туда, потому что не вижу смысла напрашиваться к человеку, если он этого не хочет. Зачем я буду себя привозить, ну, точнее, приезжать туда и говорить, что я хочу общаться, если ему это не нужно. Также было много вопросов по поводу того, есть ли у меня карта поляка, либо какие-то другие документы. Нет, у меня нету.
я еще ничего не сделала. Как я уже говорила раньше, у меня проблемы с польским языком. Конечно же, в магазинах я хожу и говорю «Dzień dobry», «Przepraszam», «Dziękuję», там. Ну, вот такие простые слова, где не надо много говорить, я могу сказать. Я хорошо читаю на польском, я прекрасно понимаю, что говорят поляки. Я все это делаю, но проблема в том, что я не могу сама говорить, как я уже говорила. Я пытаюсь это убрать, я учу историю Польши сейчас, но не знаю, что из этого выйдет. Возможно, мне так придется вернуться в Россию, делать карту поляка именно там, потому что не знаю, как здесь все сложится. Ситуация трудная. Конечно же, я буду держать вас в курсе. Мы пройдем эту ситуацию, и вы все будете знать, что из этого получилось. А получится ли у меня это сделать или не получится. Также хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживает и смотрит. Не забывайте подписываться и ставьте лайки. Встретимся с вами послезавтра в новом влоге. А сейчас всем пока-пока и до новых встреч!